Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Начинаю новый вязовлог. Начинаю его сразу после съемки предыдущего, да. Хочу вам сразу в кадре показать свои моточки, которые я приобрела для заказа, да. И хочу сначала показать моточки, а потом в процессе видео показать, какие игрушечки у меня получились из этих моточков. Какая-то такая задумка непонятная, но я думаю, в процессе съемки все будет понятно. Кто не видел предыдущее видео, то рассказываю, что из вот этих вот двух моточков у меня будет игрушечка, из вот этих вот двух, и вот из вот таких вот сочетаний тоже у меня будет игрушечка. Здесь у меня будут единороги плюшевые, и здесь у меня дракончики и авокадо. Ну, это тоже сюда, это будет у меня единорог. Вот. А вот эти плюшевые, не буду говорить кто. Ну, тут понятно, а вот этих два непонятно. Да, у меня какое-то дублирование информации, но неважно. Я думаю, не все же посмотрят предыдущее видео. Кто-то увидит только это. Вот. В общем, на этом я заканчиваю такой вот кусочек видео. И теперь подключусь, когда у меня уже будут готовы какие-то игрушечки. Все, до следующего подключения. Снова всем привет! Решила подключиться и показать, что у меня здесь вяжется, какие у меня продвижения. Хотела еще подключиться, конечно, намного раньше, но что-то меня прям так затянуло вязание этой игрушки, что я уже, когда все детальки пришила, такая думаю, блин, надо было заснять сам процесс. Ну, вот так, на полпути все-таки снимаю. В общем, это будет единорожка, ну, в принципе, понятно, хотя бы по рогу, по мастер-классу Magnolia Toys. Ну, в общем, под видео я вам оставлю ссылочку. Наверное, будет удобнее оставить ссылку на ее сайт или, не знаю, в общем-то, потому что многие, так же, как и я, не сидят в Инстаграм. ВКонтакте тоже не у всех есть доступ. Ну, в общем, по-моему, думаю, на ее сайте можно будет все-таки всем зайти, и если нужно, приобрести мастер-класс. Мастер-класс не дешевый, недорогой, ну, все относительно, но я хочу сказать, что за 400 рублей вы без проблем свяжете игрушку, у вас вообще не возникнет вопроса, потому что там каждый ряд есть видео, есть какие-то интересные моменты. Например, вот эта вот мордочка, она ввязана. Там есть вариант, как и пришить ее, но и также есть, как вот вязать ее. Ну, для меня это прям, ну, восторг вызвал мастер-класс. Кроме того, крылышки эти, смотрите, на нитяном креплении. То есть, как хочется, так поворачиваете. Для фотографии очень удобно, да, то есть сделать какую-то красивую фотографию. Вот. Единственное, у меня здесь еще нету гривы, да. Ножки, тело, в общем, тоже все цельновязанное. Пришивала я здесь вот только ушки, рог, да, получается. Ну и крылышки на нитяном креплении. Там вообще нет проблем. Вот такая милота, красота. У нее будет вот такая вот яркая грива. Выбирала цвета заказчица. Вот. Думаю, что будет очень даже красиво. Грива будет такая же вот плюшевая. Рост игрушки где-то сантиметров 19, ну, с рогом 20, да. Так, сейчас скажу точно. Ну, вот смотрите. Вот так получается 20 сантиметров. Если от головы, то где-то 18, да, если рог не считать. Ну, тут еще как бы ушки выше головы, поэтому, ну, будем считать 20 сантиметров. Глазки я взяла немножко поменьше, потому что, ну, я игрушки маленькие вяжу, у меня особо больших глазок нет в наличии. Нужно было 14 миллиметров, а вот у меня были только 15, да. Ну, они слишком большие смотрелись, возможно, потому что
я чуть плотнее вяжу. Вот, ну, я думаю, даже 12 миллиметров здесь хорошо смотрится. Вот так спереди это выглядит. Ноздря моя что-то ушла туда. Ну, ладно, это я потом поправлю. Одну видно, вторую не видно. Вот, единорожка стоит. Я очень надеюсь, что когда я ей свяжу гриву, то она тоже будет стоять. Вот. Ну, мне просто очень понравилось. Я обожаю игрушки, которые такие максимально цельновязанные, да, то есть голова, тело, все вот, ну, просто, просто восторг. Да. Мне, наверное, надо рекламировать мастер-классы платные. Да. Ну, пока я их покупаю. В общем, пока на этом все. Когда я оформлю игрушечку, да, ну, в принципе, я здесь вот мордочку все оформила, но когда я уже свяжу ей гриву, я вам тоже подключусь, надеюсь, и покажу, что получилось. Все, до следующего подключения. Снова всем привет! Обещала вам интересное видео в начале, да, но предыдущий кусочек я снимала практически неделю назад, во вторник, а сегодня у меня уже понедельник. Ну, как вы уже заметили, если я что-то планирую, то у меня все идет абсолютно не по плану. Как я уже сказала, сегодня у меня понедельник, и я уже довязала весь заказ. Я пыталась пару раз подключаться в процессе вязания, но, в общем, что-то там пошло не так. Одного кусочка я почему-то не нашла. Не знаю, куда он делся, либо, может быть, я не нажала, как сказать, кнопку, да, съемки, но, не знаю, не нашла кусочка. Специально просматривала, чтобы посмотреть, где я там закончила. И, в общем, решила снимать, в общем, просто готовые работы, которые были связаны за неделю. Ну, или, так сказать, те игрушки, которые были в заказе. Итак, начну, наверное, с самого такого интересненького, да. Начну с вот таких вот единорожек. Кстати, в предыдущем кусочке, которого я не нашла, у меня была связана заготовка. Ну, не знаю, я еще, конечно, посмотрю, но ничего я там не нашла. Вот. А теперь у меня это уже готовая игрушечка с такой вот жиденькой, но в то же время объемной гривой. Здесь у меня всего лишь 3 кудряшки, но так и есть в мастер-классе. И выглядит это, ну, как бы объемно, да, вот даже если вот так сбоку смотреть. Да, если бы еще камера не лежала. Вот, как-то так. Здесь вот тоже челочка такая. Вот такие вот глазки. Данная игрушка связана по платному мастер-классу. Мастер-класс не мой, это мастер-класс Штурниковой Марии. У нее есть свой сайт. Я вам оставлю ссылочку. Если кому-то нужно будет, пройдете, приобретете мастер-класс. Такая единорожка. Она у меня связана не одна. Кстати, она отлично стоит. Все у нее тут прекрасно. То есть даже, ну, как бы устойчиво стоит. Знаете, как стулочка, потому что вот на 4 ножках. Вот. Вяжется очень быстро, я бы сказала. А расход пряжи экономный. Я вязала из вот такой вот ниточки Гималая Dolphin Baby. Ну и там другие цвета. Ну, в общем, вы поняли, да, добавляла. И какую-то там вязала из Ярнар Дольче. Но смысл не меняется. В 100 граммах 120 метров. Вот такая вот пряжа. На единорожку уходит пол моточка. Но вот из Дольче ушло чуть больше. Там нитка более плотная. И, в общем, пол моточка не хватает на единорожку. Ну, а рог это у меня Alize Cotton Gold. Полухлопок. Вот. Такая красота. Она у меня связана не одна. Еще есть вот такая вот светленькая. Вот это как раз таки из Дольче, на которую не хватило половинки. И знаете, там как-то в процессе у меня так получилось, что я не смотрела
как я вязала крылышко, да, ну, то есть принцип помнила. И у меня вот это крылышко получилось, видите, тут 3, так сказать, перышка, да, а тут у меня 4. Ну, как бы, я думаю, тут не особо какая-то значимость такая есть. А здесь есть такой момент. Эти крылышки на нитяном креплении. То есть можно, как будто бы крылышко сложенное, да, либо так вот стоит. То есть можно вертеть, как хотите. Ну и это, соответственно, тоже. Вот. Все так же грива связана. Все так же она стоит. Такая вот красота. Но за счет, вот, наверное, вот таких вот ноздрей, или не знаю, мне почему-то дочка сказала, что они на свинок похожи. Ну вот боком они мне очень нравятся. Так. И еще одна у меня есть. Эта единорожка мне понравилась больше всего. Наверное, потому что она вот такая вот яркая. Здесь вот все цвета радуги. Мне, кстати, очень повезло. У меня там буквально небольшой моточек оставался в остатках. Вот такого вот красненького. И как раз вот вышло, что у меня были все цвета радуги. Даже не пришлось ничего докупать. В первый раз у меня такое вот, что прям все сошлось. Она такая красивая получилась. Яркая. И даже несмотря на то, что это белый цвет, мне очень даже понравилось вязать. Вот такая красота. Кстати, кудряшки некоторые вот чуть длиннее получаются, ну, потому что пряжа по плотности скрутки какая-то разная. Даже не по плотности скрутки, а вот по плотности вот этого пушка, да. Ну, в принципе, смотрится хорошо. Как будто бы так и задумано. Хотя, если потянуть... Ну, в общем, вы поняли, да? Но в следующий раз я, если буду вязать, то, наверное, петель на 5-6 сделаю ее поменьше. Потому что, ну, как бы так показать, длинноватая она выходит, вот особенно у этой. Она доходит вот прям до хвостика. И еще после игры, наверное, еще длиннее будет, видите? Вот, в общем, покажу вам вот так. Мне кажется, такие классные получились они. Так, ну, с единорожками все. Оставлю вам ссылочку, если вдруг нужно. Потому что, я думаю, будете спрашивать. Ну, мне они очень понравились. Так, и сейчас покажу еще игрушечки. Следующая игрушечка это тоже того же автора, Марии Штурниковой, да. Ну, в принципе, какие заказчик заказал, такие и вяжем. Это вот такие вот дракончики, они мне очень-очень понравились тем, что эта игрушка цельновязанная. Кто давно на моем канале, тот знает, что я обожаю игрушки, у которых минимум заморочек, то есть не надо ничего пришивать, да, либо там какие-то ушки, мордочки по минимуму. Так вот, здесь вот пришивается только мордочка. И мусоровоз приехал забирать мусор. Все как обычно. Ну, надеюсь, не сильно будет мешать это, не сильно шумно будет. Ну, там уже как повезет. Просто у меня другого времени снимать не будет, потому что мне сегодня уже нужно отправить заказ, чтобы к майским праздникам игрушечки были уже у заказчицы. Кстати, я забыла сказать про единорожку. Такой важный момент. Вот смотрите, видите мордочка? Вот такая вот здесь мордочка. И эта мордочка ввязывается в ходе вязания игрушки. Вот. Я так думаю, что у автора многие игрушки такие прям максимально цельновязанные. Я там видела еще зайчики. Ну, на зайчика, я думаю, может быть, и не буду мастер-класс покупать. Просто, ну, тут принцип-то немного уже понятен, да? Просто вот здесь вот ушки, да, надо. Ну, может быть, там ручки другие. Но принцип вязания я поняла. И вот меня очень удивило, что вот такую вот мордочку, такую овальную, можно просто вязать, и не надо будет ее пришивать.
Это прям, в общем, очень круто. Кстати, там в мастер-классе, ну, где какие там сложные моменты, да, в каждый ряд есть маленькие кусочки видео. Вообще, в общем, даже новичок справится. Мне очень понравилось. Вот. Хотела не забыть про мордочку сказать, и вот все-таки забыла. Так, вот такой вот пусика. И гребешок тоже вывязывается прям вот по спинке, да, по голове. В общем, суперская игрушка. Ну, я прям даже не знаю, как можно было до такого додуматься. Так связать ее. Я бы додумалась только вот связать фигурку, да, и хвостик пришить, но и хвостик, и голова все цельновязанное. Такой динозаврик не один у меня. Есть еще вот такой малыш. Вот такой вот зелененький. Кстати, белочки только у этого вышивала, потому что, ну, черные глазки терялись на фоне зеленого. Так. Следующий. Вот такой вот. Здесь вот мордочка у него розовая, но вот это вот как раз дольче у меня такой светло-розовый. Он прям такой жесткий. Как-то так выглядит странно. Ну, тоже там мордашка есть. Вот такой. Потом мне захотелось связать какого-нибудь поярче. Кстати, дочка сказала, что этот вот так на петушка похож. Кстати, да? Ну, почему-то я никакой цвет не могла подобрать к желтому из тех, которые у меня есть. Все как-то, ну, не очень были. Вот можно было зелененький, но, в общем, не стало, потому что у меня другой там был желтый с зеленым. Вот. Такой красавчик. Потом вот такой вот светленький. Ручки можно вот так, можно так. Вот. Здесь уже желтая, но, видите, нет, не видно. Ну, здесь более яркий желтый, не такой, как здесь. Были у меня там остатки небольшие, и вот там, я не знаю, 2 метра, может быть, чуть больше. И хватило вот как раз на целую гриву. Ну, не гриву, ну, не гриву, как это сказать? Шипы, да? Я не знаю, драконы, как вот эти наросты называют. Так. И последний. Вот такой вот голубенький. Здесь уже я ему пузико поярче вышила. Это здесь просто стежки джинса. Мне, кстати, так совпало, что даже вот была ниточка под цвет гребешка. Хорошо, когда дома есть какие-то запасы, и не нужно выдумывать, искать. Вот, взял, который нужен, и все. Вот. Такие красивенькие малыши у меня получились. Не сказала я по цене, да? Вот такой вот динозаврик у меня будет стоить 400 рублей. Он где-то 12 сантиметров. Так. Ну да, если с гребешком, то там 13-12, ну, смотря какой. Ну, 12,5 точно есть. 12-12,5. Вот такая красотень. Так, это не все игрушки у меня в заказе. Кстати, динозаврики могут и сами стоять, но вот если вот здесь вот сильно не набивать. Вот. А если вот какой-то перенабьешь, то он, ну, не сильно устойчивый. Надо ему здесь туда вмять это все. И тогда он будет сидеть. Но не сидит. Да, вот. Тут перенабила. В общем, два не сидят. Так. Следующая вязаная игрушечка. Это вот такой вот авокадо-котик. Многим, я думаю, он знаком. Многие видели. И, знаете, я вязала много авокадо, но как-то мне не хотелось заморачиваться, да. Так как
Вязать мне нужно было из вот такой вот ниточки. Ну, как вы видите, здесь совершенно не видно петелек. Вот, вязала из Alize Softy, я думаю, все знают, но... Ой. В общем, чтобы не мучиться, я купила мастер-класс по этому котику, чтобы четко мне знать, где мне прибавочки сделать, где убавочки. Тем более мне нужен был именно такой размер, как мне прислала фотографию заказчица. В общем, получилась такая история, что разница у меня с автором мастер-класса в 7 часов. Я специально дождалась следующего дня, чтобы, ну, как бы купить мастер-класс. Купила все, начала вязать. Вот, связала такую заготовку. Связала вот эту вот нижнюю часть. И когда начала я связывать, я поняла, что один ряд я пропустила. И знаете, тут такой момент. Смотрите, сколько здесь кончиков. В общем, там авокадо связано из плюша. А у меня тоже из софти. И по идее мне можно было вязать просто это авокадо по кругу, но схема была такая, что вот здесь мы присоединяем ниточку и вяжем по схеме. Потом опять присоединяем, вяжем. Вот. Ну, во-первых, мне не понравилось, что все вот так вот, да, как бы на лицо вяжется. Мне это, в принципе, не принципиально было, так как это софти. Здесь не видно, где лицо, где изнанка. Все оно просто пушистое. Вот. Может быть, если вязать из плюша, может быть, такая схема и правильная, красивая и все такое. Вот. В общем, я немножко расстроилась. Отложила эти игрушки, думаю, повяжу пока какие-нибудь другие. И знаете, я уже разозлилась, что взяла заказ на эти плюшевые игрушки. То, что, ну, как бы нету подходящей, так сказать, схемы. Как бы схема есть, но просто она мне не очень понравилась. К софти она не подходит. Вот. Мне здесь не видно, где присоединиться, да, как бы наугад. Или, может быть, то, что ряд пропустила. Ну, в общем, не понравилось мне это все дело. Я немножко расстроилась и сидела. Начала уже вязать другие игрушки из заказа. Думаю, ну, это ставлю на потом, уже, так сказать, буду дальше мучиться. И помните, я в предыдущих видео показывала уточек, которых вязала из плюша. И мне вот написала девушка, автор, что к ней как бы много пришло девочек, приобрели мастер-класс по моей рекомендации. И она решила меня отблагодарить, подарить какой-нибудь мастер-класс. Я там долго смотрела на крокодила. Длинный крокодил, там 40 сантиметров. В общем, хотела его сначала как бы взять, да. Ну, грех было отказываться от бесплатного мастер-класса, который платный, вот. И я такая подумала, ну, интересно было бы посмотреть, как крокодил вяжется, но все-таки я потом увидела, что у девушки есть авокадо, там из плюша. Я не постеснялась, даже спросила, как оно вяжется, то есть по кругу, либо отрывными рядами. Девушка написала, что по кругу. И я говорю, давайте тогда авокадо. И вот получается, я мучилась, и в итоге решение моей проблемы пришло само. Да, я уже там на листочке переписывала, как переделать эту схему, чтобы, ну, по кругу можно было вязать. Сейчас кто-то скажет, что, ну, слишком я заморачиваюсь, но мне-то не одну игрушку надо было связать. Поэтому, в общем, такое дело. В общем, получается, один вот этот авокадик у меня связан по одной схеме, да. И вот такой вот второй, это я уже вязала по схеме, которую мне девушка подарила. В общем, стыдно говорить, но ушки я взяла вот отсюда и хвост, да, то есть с этого мастер-класса. Вот эта игрушечка получилась, ну, где-то на сантиметрик больше, плюс-минус там, да. Вот, но здесь вот мне полностью понравилось, что игрушечка вяжется вот такими спиральными рядами. И лапки ввязываются здесь вот. То есть здесь мне пришлось их пришивать.
а здесь они ввязываются, и все идеально сошлось по петелькам. Ну, то есть написано там, да, сколько петель провязать, потом лапку вязаем, и все у меня получилось. У автора там просто авокадик из плюшевой пряжи, тоже с ручками-ножками, ну, в общем, просто не котик. Вот. И косточка там такая, знаете, выпуклая. Ну, я уже косточку от себя сюда переделала, потому что, ну, чтобы у меня было похоже на фотографию, которую мне прислала заказчица. Вот. Такие малыши. Здесь вот, конечно, вышивала, вроде бы старалась, но все равно ниточки утопают. Я, кстати, видела на канале Вязаные истории, что Юля там ножницами вот так вот здесь вырезала мордочку, да, подстригала, но я не стала заморачиваться. Цена на авокадо у меня там была небольшая, но я не хочу вязать повторы. Да, если, может быть, из обычной плюшевой пряжи, либо, может быть, из полухлопка, да, я еще свяжу таких котиков. Или авокадо, кот-авокадо. Ну, в общем, не знаю, как это назвать. А вот из софти, конечно, да, не хотелось бы. Вроде бы ничего там сложного, но в то же время половинки должны сойтись. И вязала, но как-то без удовольствия. Но только потому, что это пряжа, да, такая. Или, может быть, потому что это заказ. Я не люблю вязать заказы. Ну, в общем, не знаю. Так. Итак, следующие две игрушечки. Это вот такие вот котики. И, как обычно, все тут перецепилось. Ну, как вы уже поняли, хвостик и ушки у меня взяты с платного мастер-класса. А лапки не знаю. Ну, наверное, тоже оттуда. Скорее всего. Ну, и думаю, что похоже, что это арбузик. Кота-арбуз, да? У меня игрушки все изощреннее и изощреннее получаются. Но это идея заказчицы. Она увидела авокадо и говорит, вот, давайте посмотрим, какие есть цвета из софти, и свяжем. В общем, вот такой вот котейка получился. Вязала в разные дни, конечно, да, но одним и тем же крючком из одной и той же пряжи. И вот этот правый у меня, конечно, получился немножко побольше, чем левый. Хотя на камеру не видно. Ну, мне видно. Я вот в руку беру, мне точно видно, что они разные. Вот. Хвост почему-то я пришила на бок. Хотя у этих, вот видите, вниз. Мне показалось, что на фотографии или где-то вот хвост сбоку будет лучше смотреться, чем если вот так. Но опять же, я не знаю, почему я так сделала. Так. И следующие две игрушечки. Это вот такие вот апельсинчики. Кота-апельсины, да? Апельсина-коты. Тоже здесь вот. Ну, в общем, вязала просто круг. Один на 6 петель, да? Другой на 8, чтобы он был вот такой вот плоский. И вот такие вот котики или апельсинчики получились у меня. Я когда связала вот этот круг, да, котика там оформила, все, мне показалось как-то, ну, не похоже на апельсин. И только когда я вот эти вот такие утяжечки, да, сделала, такие разделения на дольки, только тогда все-таки на апельсин стало похоже. Это, кстати, не единственные игрушки, которые надо было связать. У меня еще в заказе были киви и клубника. На киви у меня не нашлись ниточки, нужны были коричневые. Ну вот из коричневого только вот этот был, и то мне бы на две игрушки не хватило. И он, знаете, такой, ну, слишком светлый, больше на картошку какую-то похож. Так, давайте, наверное, покажу позорище свое. Итак, вот была у меня ниточка такая красненькая.
для клубнички, да. Я тут долго-долго думала, как это все дело связать. Проблема была только в том, что, как сказать, мне не видно, где здесь прибавки, да, как бы. На ощупь я могу вязать. Но, то есть, если это просто столбики, там, прибавки, убавки, но когда мне тут какие-то полустолбики, прибавки с накидом, где-то прибавки с накидом, где-то без, где-то полустолбик, мне потом, ну, сложно сориентироваться. Вот, и я додумалась вот сердечко как бы, да, связать. Вроде бы как форма, ну, типа клубнички, что ли. Ну, мне так кажется. Но я тут немножко запортачила. Что-то у меня вот такое получилось. Конечно, если бы изначально я здесь какой-нибудь ряд вывязывала белым, то, может быть, у меня игрушка получилась. Но я вот решила вышить это, и знаете, надо было сначала белым вышить, да, а потом сверху черные вот эти вот усики и все остальное. А я усики вышила, а потом думаю, добавлю белое, а то не похоже. Ну и, в общем, я заказчице написала, что она не получилась, и все. Ну, как бы. Может быть, потом переделаю, может быть, уберу и просто будет сердечко. Ну, что-нибудь придумаю, но точно будет не котик. Мне кажется, это будет очень странно выглядеть, что здесь еще уши такие и лапы. Ну никак это не кот, не знаю. Даже если хвост так приделать. Это что-то такое странное. В общем, это я вязать не стала. Так, и еще у меня здесь буквально сегодня она спросила, есть ли у меня пончики. И, может быть, кто-то помнит, у меня были вот заготовочки основания, да, на пончики. Вот. А в наличии пончиков не было. И я вот буквально сегодня связала 2 пончика. Как-то так украсила. Вот, знаете, остаются остаточки ниток, буквально там по полметра, по метру. И вот отлично сюда они подходят. Вышить присыпочку. Не надо брать ниточку с нового мотка. Вот. Поэтому, кто выкидывает, зря вы. Все можно в ход пустить. Все пригодится. И также я показывала вот такие авокадики у меня были. Они тоже идут сюда в заказ. Ну и так как заказ большой, я еще вот в подарок ложу такую осьминожку. Я думаю, мелочь, но все-таки приятно и по стоимости практически как доставка игрушечек заказчицы. Вот. В общем, такие у меня готовые работы за эту неделю. Мне кажется, я прям очень много связала. Больше, конечно, меня вот эти вот озадачили. Но уже, думаю, раз взяла заказ, то, ну, надо было доделать. В следующий раз буду, ну, как-то поумней, что ли. Не буду все подряд брать. Да, чтобы потом не расстраиваться и не мучиться. В общем, сейчас все это дело упакую и отправлю поближе к морю. Да. Возможно, что-то забыла, что-то не сказала. Повторюсь, что все ссылочки на какие-то игрушки, которые я показывала в этом ролике, будут в описании, да, ссылки какие-то, как найти и все такое. Вот единственное, что на фрукты мастер-класса нету. В общем, вот такие у меня продвижения, готовые работы. Спасибо всем огромное за просмотр и всем пока!